В автобусной остановке стоял автобус. Сейчас его, наверное, на зиму убрали. Сейчас еще сегодня 8 марта. Сокуру автобусная остановка. Вот здесь стоял автобус Кавзик. Я сейчас вот видео прикреплю, которое я полгода назад снимал. Кусочек советской истории. Смотри, какой автобус. Шикарно. У него салон мне понравился, смотри. Тут, наверное, плохо видно. Сейчас покажу. По безопасности. О, видишь, водительское сиденье так вот удобно, наверное, было раньше. Ни подлокотников, ничего нет. Механика где-то там. Он такой раритетный Кавзик, чисто советский автобус, грузовик переделанный под автобус. А вот это здание колхозное, я тебе сейчас его обязательно покажу. Мы его обязательно увидим, там очень интересно. Просто любителям советской романтики обязательно смотреть. А тут типовое здание для того, чтобы обеспечить колхозников жильем. Вот эти так, лыжи. У меня вот лыжи были с такими креплениями. Но это были крутые крепления. У меня были с какими-то пружинами такими. Вот. Деревянные лыжи чуть-чуть сломались, но все равно как настоящие. Пойдем, заходим внутрь. Ага, спасибо. Это так. Ну вот это настоящий дом с деревянной лестницей. Я не помню, здесь можно входить? О, да. А нет, здесь персонал, staff only. А здесь? О, вот это. Смотри, знаешь, как будто мы кому-то пришли домой. Круто, да? Даже музыка играет. Экспозиция туалет не работает. Но вообще-то здесь был бачок всегда. Какой-то высокий. А сейчас туалет как инсталляция. Чуть не хватает, да. Ну окей. Одежда. Кепки. Ванная. Так, в ванной должен быть водонагреватель на этих самых, на дровах. Стиральная машинка такая была, да. Это Ариэль. Ариэля в Советском Союзе, по-моему, не было. И Палмолива тоже. Но это уже не важно. Вот, привет, это я здесь. Радио работает. Слышишь, да? Сейчас посмотрим. Кто-то что-то ел. Сигареты курили с фильтром. Ну, наверное. Сироп натуральный мятный. Я такого не помню, чтобы у нас было. А вот такая водка Россия появилась в 90-е. О, кофе вот такое был. Кофе бразильский, растворимый кофе. Ужасный выглядит. Яйца накрошенные. Холодильник марки Снач 10. Тут даже какая-то еда есть. Куриная нога. В морозилке что-то есть. И в морозилке тоже куриная нога и пельмени там лежат. Батон. Еще в советское время был бы этот хлеб такой квадратный, кирпичами. Телевизор обязательно. Не, ну это, конечно, выглядит просто как будто бы... да, банки из-под пива, если кому-то удавалось достать банку из-под пива или из-под фанты, их ставили вместе с сервизом на стол. Это было просто must have. Утюжок вот такой. Белье постельное. Здесь тоже белье. Я как будто кому-то домой зашел. Давай для пущей. Вот здесь смотри. Спальня. Как все
Ну как где-то вот в конце 80-х, начале 90-х фен. Советский, что ли, фен такой, обалдеть. Одежда. О, у меня был такой костюм, ну почти такой. Adidas паленый. Какой-то, что-то вроде того у меня было. Пепси. Значки. Значки такие веселые. Люстра классная висит. Да, и печка отапливалась. Печка, получается, посередине стояла. Центрального отопления в доме не было. А печка отапливала дом. Стояла по центру и отапливала. То есть одну комнату. А на кухне, получается, своя печка была, что ли? Как они? А, да, на кухне своя печь. Она отапливала. То есть две печи на две. Двухэтажные кровати, конечно, была редкость, но в таком случае тоже прикольно. У ребенка бинокль. Это было супер круто. Математика. 2 класс. На эстонском. Готовальня. Готовальня у меня такая была. Готовальня у меня такая была. Бираков. Ну, похож. Похож как настоящий. Вот это стеной отапливалось все, потому что надо было топить. Здрасте. А, это в бане, ванна с этим. Как будто к кому-то домой зашли, да? Я пошарюсь по шкафам и скажу, что там есть. О, магнитофон «Весна». Да. Ну это уже конец 80-х такой. Такой магнитофон 80-х был уже. Ну тут просто все В конце. собрали до кучи. Да, и там Ариэль уже стоит. Банки из-под пива. Таких Ну да, таких не было. в 60-х точно не было. Ну да. Но стенка, она как в 60-х начали продавать, так они... Ну да, как они и остались. Вся одежда здесь. В альбомах что-то. Ну альбом без фотографии. Интересно. Спирт Рояль. О, Спирт Рояль. Я однажды... У меня такой дома даже есть. Я однажды такую бутылку в детстве купил. Да? Спирта. И мы пили потом еще месяца 3, наверное. Так, это фотоаппарат. А здесь у нас... Ну, все подряд, короче. А здесь в шкафчиках... Тут тарелки всякие. Стенка была просто обязательным атрибутом. Коньяк. Коньяк. Ну как... Сигаретница сюрприз. Для сигарет. Это вот сюда сигареты вставлялись. Ой. Хоп, и вот сюда сигареты. Все для курильщиков. А здесь что у нас? Таллин 80. Это олимпийская открывашка. Ножи. Спички какие-то моднячие. Свечки обязательно. Вот этот свет очень часто отключали. О, у меня вот такая ложка была. Вообще кайф. Так, а здесь что у нас? Ну, здесь тут ничего интересного. Пошли дальше. Банка из-под кофе. Вот это кофе тоже такой продавался. Это индийский кофе растворимый. Индийский растворимый кофе. А здесь у нас... Что-то... Ну, вот это для елки. Клей для обоев. Вот такой клей для обоев. Тоже продавали в магазинах. Все, пошли дальше. А вот настоящие люди, которые жили здесь. Это что-то Раймо, 93-й год. Welcome 90-е. Так, ну пошли наверх. Лестница деревянная, конечно, слышно за версту. Так, я не помню, здесь есть вход или нет. Да. Здесь тоже
Туалет есть. Обязательно. Кладовка. Кладовка с окном. Не просто так. И она была холодная, скорее всего. Так, печка на кухне. Печь на кухне. Спальня с баяном. С аккордеоном. Не просто баян, а целый аккордеон. Что-то в розетку включено. А, просто удлинитель какой-то. Выключатель советский. И свет работает. Смотри. Так. Пойдем дальше. Посмотрим комнату. Печка это трюмо. Здесь, по идее, должно быть еще две створки, чтобы зеркало было, чтобы оно было как трюмо. Но это, по-моему, без трюмо. Радиола Серенада. Печка отапливала эти две комнаты. Короче, чтобы зимой это здесь было тепло, нужно было топить две печки центрального отопления. Видишь, никаких батарей нету. А включатели работают. Пойдемте следующую квартиру покажу, там еще прикольней. На втором этаже. Спасибо. О, пардон. Так, ну здесь... А, вот здесь смотри. Вот здесь уже унитазный бачок уже есть. Унитаз с бачком. Как свет включается в туалете. Так, а здесь ванная прямо настоящая. Вот это водонагреватель. Он топился дровами. Чтобы помыться в ванной, набирали водонагреватель. И нагревался, и в ванной можно было мыться горячей водой. Но водопровод был, а горячей воды не было. А, вот такой порошок. Синтетическое моющее средство с отбеливающим эффектом Астра. Вот это точно продавался. А это не знаю. Ладно, пойдем дальше. Так, комната. Вау, комната крутая. Телевизор Рекорд. Это черно-белый телевизор. Телевизор черно-белый. А здесь у нас... А здесь застолье прям показывает. Сейчас. Вот такая радиола. Такой радиолы я не видел. Радиотехника. Это рижская мелодия 102. Радиотехника была крутая. А здесь спальня родительская. Двухспальная кровать, детская комната и шкафы. О, печка. Печка горячая. Тут тепло, прям натоплено. Смотри, тут там появилось что ли недавно? Или она электрическая? Она горячая. Значит, топится. Печку натопили. Печка горячая. А сейчас то, что ты увидишь, лучше бы ты никогда не видел. Это лапша яичная. Я не помню, чтобы такое продавали в коробках, но, наверное, в Эстонии было. А, Эстонская ССР, да. Гречка. Таллин Кадакати 76. Овсяные хлопья. Овсяные хлопья вот в такой коробке. У нас продавали Геркулес в Сибири. Это, по-моему, кофейные. А, растворимый кофейный напиток. Это кофейный напиток, это даже не кофе. Кофе в зернах был только у крутышей, потому что кофемолки не было. Кофемолку нужно было где-то покупать. Неизвестно где. О, у меня прямо такого, с таким же узором, с
таким же узором был посудный набор. Чай грузинский. Грузинский чай, смотри какой. Чай, конечно, ужасный был. Так, стоит он 39 копеек. 39 копеек. Формочки для выпекания. Кексики выпекали вот в таких штуках. И миксер. Ну такого-то не у всех. Миксер был непозволительная роскошь. Стралим. Такой миксер это было просто раритет. Это такого не было ни у кого. Редко где было можно встретить, что было у кого-то миксер, потому что в магазине его было не купить. А это что такое? Дайте посмотрю. Это что такое? Ну вообще. Сейчас я с телефона сниму, чтобы не разбить ничего. Это у нас... Это что-то вроде кухонного комбайна. Так, я не знаю, как это пользуется. Ну, короче, двигатель большой. Или это... Ну, как кухонный комбайн. Здесь можно было такой... Почему-то маленькая слишком у него. Так вот нажимаешь, наверное, и он работает. Но почему-то очень маленькая ниша. Тут сколько? Тут грамм 300 всего. Пойдем дальше. Так, а здесь у нас вафельница. Вафельница тоже была. Вафельница та самая, смотри какая. С тем самым узором. Рецепт простой. 5 яиц, стакан сахара, стакан муки. Курица есть в холодильнике, сосиски, молоко. Молоко в тетрапаках продавали только в европейской части СССР. Сыр, без упаковки, без всякой. И в морозильнике фрикадельки. Не продавали у нас фрикадельки, не было такого. Кран на кухне только с холодной водой. Ну и печка, конечно, для того, чтобы всю эту еду готовить. Здесь еще газовая печь. Обязательно газовый баллон и газовая печь. А здесь, ну, вот такая детская комната с битлами. Я про битлов узнал только в 90-е, то, что они были. Опа! Это крутая штука. Катушечный магнитофон Астра. У моего друга в детстве был такой у отца. По-моему, такой Астра была. Моно магнитофон. Мы его подключали к усилителю и нормально играл. Так, а здесь сейчас, подожди, посмотрим. Есть здесь? Куда поставить-то? Фотоаппарат там внутри. Вот он. Сейчас давай посмотрим. Внутри фотоаппарат. О, смена. Смена 8М. Та самая ленинградская. Вот так вот. Вот здесь вот взводится вот тут. Чик. И готово. Пленку перевел. И поехал. Вот этой пленку перематывать. Объектив у него был. Уже все сломали здесь. Уже не работает. Выдержка. Выдержка, ну, как настоящий лома. О, вот такая штука тоже была советская, раритетная. Вот это, смотри. Подставка. Туристам во всех магазинах продавалась. Но в этой комнате пошариться в шкафах тоже нужно обязательно. Тут здесь много раритетов всяких. Давай я тебе их покажу. Вот здесь пылесос Чайка. Это где-то уже конец 60-х, начало 70-х. О, тройники вот такие советские были.
Пошли дальше. Тут закрыто. Не открывается. Это, здесь постельное белье. Да, здесь постельное белье хранили все и всякие полотенца. Мама, дай полотенце. Это вот из этого шкафа брали. О, здесь посуда. Ну, и посуда тоже здесь была. Да, полки плохо закрывались. Опа, вот этот романтика, усилитель стереофонический. Это был крутой, у нас, не помню, у нас в школе был какой-то Амур или Артур, что-то такое. Елка. Стаканы. А здесь, давай сейчас покажу, что здесь еще есть. Сейчас будет застолье. Аперитив. Аперитив, что такое аперитив? Это у нас водка экстра. Водка экстра. Грузинский коньяк агави. Это что? Ой-ой-ой. А это что такое? Ну это упаковка от какого-то коньяка. Так, все алкогольные напитки убираем на место. Пускай там и стоят. И агави, все на свете. Телевизор Рекорд. Здесь у нас, опа, киевская мебель все-таки решала. Фурдуч 35 номер 78 года. Газеты. Здесь что? Там ничего не написано. Какие-то фотографии. Это они Ленина вытачивали в учебных целях. Ну, здесь тоже барахлишко. Все приданное, все хранили здесь. Самое главное, что печка теплая. Прям горячая. Я не помню, чтобы в подвалах таких двухэтажных домов был вообще в принципе подвал. Но здесь, смотри. Ну да, высота подвала в принципе соответствует, да, норме. О, весы, чисто советские весы, смотри. Медицинские. Медицинские весы. Здесь уже, магазин. Киевский завод торгового машиностроения. У нас были весы Тюмень. Везде во всех магазинах стояли. Телефон. Детские весы для младенцев. Так, это на рынках были такие весы. Кастрюли, чайники. Смотри, качество кладки. Обрати внимание, какое крутое. Вот такие вот весы Тюмень были. Везде. Таких я не помню. 62-й год. Киевский завод. Так, я тебе сейчас покажу. Это я не знаю, что такое. Я тебе сейчас покажу, как выглядел настоящий подвал в советском доме. Сарайки, сделанные из таких вот бревен, из досок. И они не вплотную. Можно было посмотреть, что там внутри. И там вот примерно, да, вот такого размера сарайка для того, чтобы хранить там ненужный хлам. Было жутко пыльно, ничего ценного там хранить было нельзя, потому что велосипеды из подвалов, например, у нас воровали. Это какая-то большая сарайка. И максимум, что мы хранили в этой сарайке, эту картошку. Вот на таком замке, с таким замком она была закрыта. И максимум, что там можно было хранить, это совсем ненужный хлам, какие-то лыжи.
И все. Все остальное сарайки могли утащить. Велосипеды, по крайней мере, у меня воровали. И столько там хлама всякого было, какие-то табуретки, все сначала сюда складывали, потому что выбросить жалко, а потом отсюда выбрасывали. Смотри, тут даже какие-то... Что такое? Это теннисные ракетки, прикинь. Лыжи, теннисные ракетки, коньки.